Друзья, вот такое у меня сегодня воскресенье, выходной день. Вчера было тепло, хорошо, а сегодня вот такая слякоть. И посмотрите, вот лужа такая интересная в форме сердечка. Это только у нас в Калининграде такие лужи бывают. Сегодня мы гуляем на улице Леонова. Эта улица идет от проспекта Мира и, не доходя до Центрального парка, надо свернуть вправо. И улица односторонним движением. И на ней еще сохранились немецкие старинные дома. Вот, например, как вот этот вот. Сейчас здесь находится лицей. Ну вот, впечатляющий вход, конечно, здесь. В таком готическом стиле, неоготика. А находится здесь вот лицей номер 18. Плитка уже стала разрушаться. Здесь, конечно, давно не было ремонта. Но дороги, если посмотреть так, если не считать луж, то довольно приличном виде. Когда-то мы жили на этой улице несколько месяцев, когда снимали квартиру. Да, было очень так спокойно, уютно. Аура здесь какая-то особая, можно сказать. И вот посмотрите, сколько алычи. Как уже говорил в прошлый раз в своем видео, что урожай-то у нас тут довольно-таки хороший. Вот смотрите, сколько. И когда нам говорят фермеры, что ой, не урожай, ой, нужно поднять цены, то это просто, конечно, удивительно. И вот этот домик мне всегда нравился, вот такой элитный. Но в этом доме большие площади, и цены, конечно, на это жилье тоже очень такие неприемлемые, солидные цены. А вот здесь вот эта советская многоэтажка. Как видите, она еще в хорошем довольно-таки состоянии и по-прежнему украшает улицу Леонова. А вот здесь вот недалеко от начала улицы находится вот такой интересный старинный немецкий домик. Его сейчас отреставрировали. Долгое время он стоял в таком полуразрушенном состоянии. Ну, не то что полуразрушенном, а облупленном. Стены были, штукатурка. Потому что это было на балансе, скорее всего, Балтийского флота. Здесь в советское время располагалась прокуратура военная и политотдел спецчастей. Вот посмотрите, этот домик такой. Ну, сейчас хорошо отреставрировали, сделали. Не знаю, что там сейчас находится. Есть какая-то вывеска, но я туда не пойду. Ставим все как есть. Ну а здесь у нас Озон, как же без него? И на каждом углу теперь у нас Озон. Ну, кстати, очень довольно выгодно, но беда для тех предпринимателей, которые вынуждены были закрыться из-за того, что люди сейчас стали все покупать на Озоне. Там гораздо дешевле все получается. Ну, даже можно сравнить вот с духами фирмы Avon, где по каталогу у них одни цены, а на Озоне в 2 раза дешевле. Ну а рядом Валберес, это конкурент Озона, как же без него? Вот посмотрите, это тоже еще немецкий дом, и какие тут лепнина какая. Ну и, конечно, вот такой остаток асфальта не украшает эту улицу.
улицу космонавта Леонова, нашего земляка, космонавта Алексея Архиповича, которого, к сожалению, уже нет с нами. Ну, я думаю, вот улица такого знаменитого человека должна быть в немножко лучшем состоянии. А вот этот дом, пожалуй, одно из таких архитектурных украшений улицы Леонова. И ну вот посмотрите, фасад, конечно, желает реставрации этого дома, но красивый домик. А тут даже еще булыжная мостовая осталась. Брусчатка еще есть. Ну, правда, тоже в таком состоянии. Но тем не менее. Вот подошли мы поближе. Тут школа базис. Ну, когда-то здесь был небольшой у нас скандальчик с арендатором этой школы. Ну, слава богу, закончился хорошо. Ну, такие неожиданные, интересные рисунки наскальные можно увидеть в Калининграде. И давайте подойдем к табличке, посмотрим. На этом доме есть здание палаты мер и весов, 1912 год. Вот так вот, ребят. А сейчас вот здесь здание управления мелиорации Калининградской области. Вот такой вот интересный дом. Ну и вот такие интересные ворота во дворе этого дома. А смотрите, сколько уже листьев нападало здесь. Вот такое ощущение, что у нас весна плавно перешла в осень. И лета практически не было. Выставочный зал. О, какой пестренький котеночек. Куда ты в автобус хочешь? А здесь вот кафе, ну, кондитерская пани Ева. Насколько я помню. Она находится на первом этаже советской хрущевки. А вот про это здание я уже как-то рассказывал, когда его отреставрировали. Это здание почты на Леонова. Его отреставрировали, перевели цвета в те, которые были раньше еще в Германии. И достаточно красивый дом сейчас это выглядит. Ну вот этот вход в это здание, в почту. На мусор не обращайте внимания, убирать, видимо, тут некому, как всегда. Ну и много помещений сдается в аренду. Ну вот такая небольшая у нас площадь. Чуть не сказал площадь Пушкина. Нет, это небольшой сквер, где установлен памятник Пушкину. Сейчас мы с вами подойдем и прочитаем, что тут на табличке написано. Тут даже есть QR-код, который можно будет отсканировать и посмотреть о нем. Вот, обратили внимание, что скульптор Аникушин. Ну вот, видите, Пушкин стоит у нас. Тем, кому не нравится Пушкин, да, вот, и которые хотят сломать, там, демонтировать памятники у себя, присылайте к нам. Я вот рядом готов установить еще один, и второй, и третий. Пускай тут будет все ваши ненужные Пушкина. А нам нужен, потому что это наша память, наша культура, наша история. Ну, вот хорошая такая клумба в виде открытой книжки. И перо, которым писал Пушкин. Не иначе. Хороший уголочек. И в этом старинном здании находится Центральный районный суд Калининграда. И здесь у нас выросли грибочки, шампиньоны. Ну, правда, собирать и жарить их никто бы, наверное, не решился здесь.
Но тем не менее, вот смотрите. А сейчас мы подходим на перекресток с улицей Карла Маркса. И довольно-таки оживленный перекресток. И здесь очень много интересных объектов, которые наверняка знают все калининградцы. Вот здесь, в этом здании, раньше был янтарный сказ, большой книжный магазин. Но сейчас книги мало кто читает, больше пьют, поэтому здесь английский паб. Наверное, это более востребовано для населения. А вот это здание со шпилем, с такой башенкой, это новое здание, построили торговый центр. Такое оживленное у нас трамвайное движение. И приятно вам сообщить, что по распоряжению Мишустина, нашего министра, здесь, ну, наверное, в Калининграде начнут все-таки восстанавливать рельсы. А здесь вот этот английский паб. Там дальше начинается фестивальная аллея. Вот здесь вот у нас такой большой Евроспар, пивной двор, еще куча магазинов. Ну вот наша реальность, вот такие вот хрущевки, да, а напротив вот такие вот дома. Ну вот еще один домик здесь понастроили, на Леонова, конечно, много. Вот интересное место, где совмещаются вот эти современные наши дома, человейники, советская постройка, да, вот кирпичная, а дальше немецкие дома еще. Вот в этом весь Калининград. Мы почти дошли до конца улицы Леонова и решили немножко сократить. Вот здесь по дороге, где недавно был тоже ремонт, сделали такую, выложили тротуар плиточкой. Ну так вот срежем, выйдем на Советский проспект и пойдем домой. Наше путешествие сегодня воскресное закончилось, такое по городу. Немножко прояснилось, выглянуло солнышко. И опять сырость. Но тем не менее, более-менее комфортно так на улице. И вот здесь огромное такое здание, высокое. Там, где пересекаются Советский проспект и улица Леонова.